Всем привет! Сегодня мы разбираем задачу из ОГЭ по математике из первой части, посвященную функциям. Необходимо установить соответствие между формулами, которыми заданы функции, и графиками этих функций. Давайте посмотрим на графики. Мы видим три графика, и здесь у нас прямые, все три, и формулы сверху А, Б и В. Так, мы знаем, что прямая задается в общем виде формулой y равняется kx плюс b. Давайте разберемся, за что отвечает коэффициент k, за что отвечает коэффициент b. Если мы вспомним, то k это угол наклона, и он определяет на самом деле, как функция прямой идет с какой четверти в какую, возрастает она или убывает. Например, если k больше нуля, то прямая будет идти, пронумеруем четверти, первая, вторая, третья, четвертая. Говорят, что прямая при k больше нуля будет идти с третьей в первую. Она как бы возрастает, вот так идет. Слева направо, снизу вверх. Теперь, если k меньше нуля, то она наоборот идет, убывает и идет с второй в четвертую. С второй в четвертую. Так, посмотрим. У нас получается, что из всех трех формул, на которые мы можем вот обратить внимание сверху, k это коэффициент, который написан у нас перед x. Посмотрим, в первой в a это минус 0,5, во второй это просто 0,5, и в третьей опять 0,5. Получается, отрицательная k у нас только в a, это минус 0,5, и это график под номером 2. Значит, мы здесь напишем двоечку. Функция идет из второй в четвертую, убывает, прямая. Так, у нас осталось два графика под буквами B и V. И мы еще не разобрали, за что отвечает B. Запишем их отдельно, чтобы было более понятно. 0,5х плюс 2 и y равняется 0,5х минус 2. Говорят, что B это значение, которое определяет точку пересечения с осью y. Если мы подставим вместо x 0 сюда, то мы получим, что y будет равняться 2. А это как раз вот у нас 2, положительное значение. Если мы подставим, эта функция у нас получается под буквой b, а эта функция под буквой v, если мы сюда подставим 0, то мы получим минус 2. Она как бы вниз проваливается относительно оси x. Так, чтобы не запутаться окончательно, получается, что b это функция под формула под буквой b, это у нас график какой? Третий, а v это график под номером 1. Да, мы перепутали вот тут, конечно же. Под номером 2 это у нас было А. Вот мы и разобрались, за что отвечает какая формула и какой график. Если вам понравился разбор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, обязательно все читаю. Всего доброго.